Сергей Довлатов. Русский писатель и публицист. Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции. Трудно выбирать между дураком и подлецом, особенно если подлец еще и дурак. Кто живет в мире слов, тот не ладит с вещами. Не надо прятаться от счастья, ведь жизнь коротка. Позади океан рождения, впереди океан смерти, а наша жизнь лишь узкая полоска суши между ними. Все мы знаем, что такое боль невысказанных слов. Однако слово «высказанное», произнесенное, может не только ранить, оно может повлиять на твою судьбу. У меня бывало, скажешь человеку правду о нем и тотчас же возненавидишь его за это. Женихи бывают стационарные и амбулаторные. Я, например, амбулаторный. Мрачность издалека напоминает величие духа. Любовь – это для молодежи, для военнослужащих и спортсменов. А тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба. Юмор – инверсия жизни. Лучше так. Юмор – инверсия здравого смысла. Улыбка разума. Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает. Почему среди людей гораздо больше мрачных, чем веселых? Мрачным легче притворяться. Одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением. Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь. Рожденный ползать летать не хочет. Лучший способ побороть врожденную неуверенность – это держаться как можно увереннее. Мировые проблемы американцев не волнуют. Главный их девиз – «Смотри на вещи просто» и никакой вселенской скорби. Человек способен на все, дурное и хорошее. Мне грустно, что это так. Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А еще лучше – обстоятельств времени и места, располагающих к добру. Судят за черты характера, осуждают за свойства натуры. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость. Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом. Женщина, как таковая, является чудом. В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса. Противоположность любви – не отвращение и даже не равнодушие, а ложь.
Женщины любят только мерзавцев, это всем известно. Однако быть мерзавцем не каждому дано. Мы любуемся первым снегом, обретаем второе дыхание, называемся третьей волной, подлежим четвертому измерению, тяготимся пятой графой, испытываем шестое чувство, оказываемся на седьмом небе. Единственная честная дорога – это путь ошибок, разочарований и надежд. Жизнь есть выявление собственным опытом границ добра и зла. Других путей не существует. Я уверен, не случайно дерьмо и шоколад примерно одинакового цвета. Тут явно какой-то многозначительный намек. Что-нибудь относительно единства противоположностей. Какое это счастье говорить, что думаешь, какая это мука думать, что говоришь. Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности? Если женщина отдается радостно и без трагедий, это величайший дар судьбы, и расплатиться по этому счету можно только любовью. Антоним любви – это даже не равнодушие и не отвращение, а банальная ложь. Свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана. Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только «да» или «нет». Юмор – украшение нации. Пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом. Язык не может быть плохим или хорошим, ведь язык – это только зеркало, то самое зеркало, на которое глупо пенять. Мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда. Удовольствия неизбежно порождали чувство вины. Бескорыстные поступки вознаграждались унижениями. Получался замкнутый круг. Женщины не любят тех, кто просит, унижают тех, кто спрашивает. Следовательно, не проси, и по возможности не спрашивай. Бери, что можешь сам, а если нет, то притворяйся равнодушным. Талант – это как похоть, трудно утаить, еще труднее симулировать. Истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду. Бескорыстное вранье – это не ложь, это поэзия. Это безумие – жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится. Убежденность в своей правоте доказательством не является. Скудость мысли порождает легионы единомышленников.
Ужаснее смерти – трусость, малодушие и неминуемое вслед за этим рабство. Порядочный человек – это тот, кто делает гадости без удовольствия. Нет, как известно, равенства в браке. Преимущество всегда на стороне того, кто меньше любит, если это можно считать преимуществом. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый – гений? Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло. Семья – не ячейка государства. Семья – это государство и есть. Борьба за власть – экономические, творческие и культурные проблемы. Эксплуатация – мечты о свободе, революционные настроения и тому подобное. Вот это и есть семья. Благородство – это готовность действовать наперекор собственным интересам. Полная бездарность нерентабельна. Талант настораживает. Гениальность вызывает ужас. Наиболее ходкая валюта – умеренные литературные способности. Деньги – это свобода, пространство, капризы. Имея деньги, так легко переносить нищету. Вообще я уверен, что нищета и богатство – качества прирожденные, такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой – богатым. И деньги тут ни при чем. Можно быть нищим с деньгами и, соответственно, принцем без единой копейки. Главная моя цель – писать не быстрее, а медленнее. Лучше всего было бы высекать слова на камне, не чтобы навечно, а чтобы не торопясь. У себя на работе я не работаю, а халтурю, а вечером, когда иду халтурить, я уже не халтурю, а работаю. А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались. Я не знаю, для кого я пишу. Спросите петуха, для кого он кукарекает, или какую-нибудь осину, для кого она машет ветками. Бог дал мне то, о чем я всю жизнь просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят. Жизнь продолжается, даже когда ее в сущности нет. Каждый прожитый день – ступенька в будущее. И все ступеньки одинаковые. Серые, вытоптанные и крутые. Сергей Довлатов. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.